Добрый день, любители Таиланда. Мы сегодня с вами поделимся нашими секретами, что с нами происходит здесь, вдали от родины, вот в этой стране улыбок, Таиланде. Казалось бы, живем мы здесь уже давно, скоро будет 12 лет. И вот из наших наблюдений мы вот такое заключение сделали. То есть, если раньше мы приезжали туристами, мы каждый день, а то и в день по несколько раз ходили на море, вот море рядышком, буквально 200 метров от нас. Но вперемешку с бассейнами, на бассейнах пропадали сутками, то есть загар для нас был это как эталон, как показатель отличного отдыха. Здесь все поменялось со временем. То есть в Таиланде, наоборот, светлый цвет кожи это считается признаком достатка, признаком внимания, поэтому загорать здесь не совсем модно, так что здесь даже все крема, шампуни, все с добавлением отбеливающего эффекта, так что даже при желании тайцы не всегда могут загореть. Мы загораем в основном тогда, когда собираемся ехать в Россию, потому что перед Россией нужно, конечно же, загореть, и мы усиленно ходим почаще на море, даже иногда бывает, что и сгораем. Так что вот такие наблюдения в отношении моря. Но это, как всегда, запретный плод сладок. И живя здесь на море, нам хочется куда-нибудь в тайгу, чуть ли не на Северный полюс. Вот такое первое наблюдение. Теперь немножко о тайской еде. Это самая распространенная тема для русских, для всех европейцев. То есть, если вы долго живете в Таиланде, вы привыкаете в любом случае к тайской еде, к ее остроте. Поначалу это нам казалось дико. Вот столько немного перца кладут, столько много других всяких пряностей. Для нас это остро, чеснока очень много. Но когда живешь долго, к этому привыкаешь. И я считаю, что 80% пищи у нас составляет тайская еда. То есть мы покупаем, если она не острая, то есть добавляем свои специи. Везде сами, когда готовим, добавляем всегда много перчика. Для европейцев это немножко островато. Даже когда мы едем в Россию, мы раньше наблюдали, всегда брали с собой перец. Ну, я считаю, это свойство организма, наверное, приспосабливаться к климату. Если это жарко, организм требует острое, им нужно острое кушать. А если едешь в Россию, перчик можно не брать, там свои прелести пищи. И поэтому вот такие наши наблюдения в отношении пищи. Хлеб практически мы здесь не кушаем. Вместо хлеба здесь всегда рис. Либо стики райс, липкий такой рис добавляет ко всем блюдам идет, либо обычный рис отварной, без всяких специй, просто на воде сделанный. Вот это в Таиланде это вместо хлеба. Теперь, что касается еды на наших знаменитых тайских базарах. Когда мы были туристами, мы эти базары обходили стороной, для нас это было дико, у нас гиды немножко припугивали, но может быть и вначале наш организм был не готов к такой пище. Сейчас же мы очень много знаем блюд, которые нам нравятся, которые мы полюбили, и мы часто заказываем на базарах. Хотя казалось, там такая сплошная антисанитария на первый взгляд. Но что касается приготовления еды, как тайцы готовят, даже может снаружи кастрюля вся закопченная, непонятно какая, внутри это всегда чисто, все готовится практически стерильно, все продукты свежие, и я считаю, что базар это самая свежая пища. Теперь следующая тема – русские продукты, ну или европейские продукты. Частые вопросы, которые туристы приезжают, спрашивают, а где можно купить колбаски, а где можно купить селедочки. Очень много вопросов, даже с собой часто везут, потому что здесь очень сложно найти. И гречку с собой везут, колбасы везут, спиртные напитки везут. И на таможне иногда последние года, вот, когда приезжали, возникали вопросы и проблемы. И у некоторых даже изымали, потому что количество большое везли. Что касается этих продуктов, здесь можно в специализированных магазинах купить самое необходимое. Это Foodmart и европейские сети.
Там вот эти продукты в больших супермаркетах, там тоже продают отделы специально для европейские, даже полуфабрикаты мясные, те же колбаски продают, это все в любом количестве можно купить. Мы вначале тоже всех туристов одолевали с вопросами, кто сможет привезти нам гречку, кто сможет привезти нам селедочку, даже соленую заказывали, потому что здесь и специй этих таких не было. Проблемы такие возникали. Ржаная мука, например, солод для приготовления кваса. Это мы все заказывали. Специи, набор специй для мясных блюд, набор специй для рыбных блюд. Это была вечная проблема. Сейчас мы уже адаптировались, поскольку мы уже без туристов 2 года живем. Сами специи готовим из существующих, что здесь продают. И специи получаются, я даже думаю, что лучше. Они насыщеннее, то есть такие даже поострее немножко, но это можно добавлять сколько вам нужно. Теперь про фрукты. Ну, фруктов здесь, конечно, большое количество разных сортов, видов. Некоторые поначалу мы вообще даже не понимали, не знали, что это за фрукт, как его кушать и насколько он приятен к нашему восприятию. Фруктовых рынков очень много, и в основных пешеходных местах, где много туристов, там постоянно лоточки стоят, все это свежее продается. Ну, вопрос цены. Если вы хотите что-то подешевле и много покупать, тогда вам нужно ехать в специализированные большие фруктовые рынки, там это все продается. По сезонности. То есть фрукты постоянно в сезон определенного какого-то фрукта. Ну, где-то за год 2-3 сезона. Например, сезон манго, сезон дуриана. Цена в несколько раз опускается, когда сезон наступает. Поставки большие с районов севера, с юга привозят Таиланда. И фрукты в несколько раз цена уменьшается. Они свежие, без всяких консервантов, никакие не гнилые, потому что когда не сезонно покупаешь, цена высокая, и они в результате длительного хранения, то есть частенько бывает, что попадаются с гнильцой, а определить это очень сложно, тем более когда в кожуре большой. Мы к дурианчику пристрастились, поначалу этот запах нас просто шокировал, да и многие туристы тоже с этого поначалу не могли понять, что это такое, что это за запахи. Ну, хотя, попробовав раз, мы поняли, что это на самом деле королевский фрукт. Теперь по поводу хранения продуктов, складирования и т.д. и т.п. Как мы привыкли в России, впрок, на черный день, здесь все по-другому. Из наших наблюдений мы поняли, не в каждой даже тайской семье есть холодильник. Чтобы купить продукты, не обязательно его замораживать. Тайцы приходят на рынок, они покупают, нужно им мясо, они покупают 300-400 грамм покупают, и то есть готовят эту еду сколько нужно, не надо их замораживать. Мясо, во-первых, когда свежее, охлажденное, она по вкусу намного отличается. Русские, которые первые приезжали, вот у нас даже знакомые были, они как по привычке сразу в холодильнике чуть ли не двухстворчатые огроменные покупали, заморозку туда, покупали мясо, фарш, вплоть до того, что мясорубки сами привозили. Здесь также в крупных магазинах при тебе прям тут же крутят мясо, фарш очень вкусный, и не нужно никакую мясорубку с собой везти, чтобы здесь маяться еще в этих проблемах с бытом. Так что, а холодильник как раз вот тайцев зачастую морозильная камера служит только для того, чтобы заморозить лед. А холодильник, какие-то фрукты могут быть, что-то, может, они не доели, там заказали еду, да и обычно они то, что не доедают, сразу выбрасывают в мусорку, и этих насекомых меньше, потому что как только появляется продуктовый мусор, сразу откуда-то появляются муравьи, неважно на каком ты этаже живешь, на 40-м, на 60-м, они тебя найдут, они эту пищу найдут и будут у тебя плодиться, размножаться. Поэтому вот старайтесь следить, чтобы крошек не было, отходы почаще выносить. Это проблема большая. Здесь насекомые приходят на помощь. Для примера еще вот один магазин такой распространенный, он здесь на каждом углу, да не практически везде на каждом углу. Он такой
самая большая сеть, 7-Eleven называется. Вы видите, полоски такие и семерка нарисована. Это продуктовый такой маркет, там самые необходимые продукты. Свежего мяса, конечно, вы там редко найдете. А что касается соки, напитки, алкоголь, какие-то фрукты, какой-то номинал. Значит, готовые блюда там продают, есть замороженные, есть охлажденные. То есть вы можете прийти, какое-то мясо с рисом, какую-то лапшу, может быть спагетти это постоянно есть. Там же тебе разогревают, можете кружечку кофе заказать. Это мы очень полюбили эту сеть. Еще одна тема по поводу передвижения по Таиланду, по стране, по городу. У нас на первом месте стоит это мотобайк. Очень быстро, удобно, практически без пробок мы попадаем в любую точку города. Но на дальние расстояния, конечно, тяжеловато на них передвигаться. Но мы также ездили за 150 километров, путешествовали. Это так для интереса, пробовали себя на этом поприще. Значит, по поводу автомобилей. Автомобили здесь рекомендую брать в аренду, либо покупать местного производства. Вот практически все пикапы, которые ходят здесь производят в Таиланде. Здесь автомобильный транспорт, производство его, то есть это отрасль такая серьезная, поэтому здесь очень много автомобилей, которые здесь собирают, начиная от узловых сборок, узлами собирают, и от винтиков. Очень много Toyota, Mazda, Ford. Очень много автомобилей. Поначалу кажется дикое движение, вроде как-то хаотично все, кто куда хочет, тут едет. На самом деле вы потом привыкаете, здесь очень люди воспитанные, внимательные. Ты, неважно на каком транспорте, либо на инвалидной коляске едешь, или ты на самом крутом джипе едешь, все имеют одинаковые, равные условия проезда. И поэтому с уважением относятся друг к другу. Ну, первое место, конечно, мотобайки. Вот они тоже здесь их производят, и в обслуживании они дешевые, повторюсь, и удобно в передвижении. Также, если передвигаться, здесь также тук-туки есть. Прекрасно знаете, по основным улицам они ходят тук-туки. Они отличаются цветом. Стоимость поездки составляет от 10 бат. Если ты по трассе едешь по Сукумиду, там дороже получается 20, бывает 30. Так что это все удобно и доступно. Еще одна тема, кто впервые сюда приезжает, для тех кажется все жарко, климат влажный, практически 100% влажность здесь, на берегу моря особенно. Температура среднегодовая колеблется от 27 до 32 градусов, это что касается Паттайи. Поэтому для начала вроде как-то жарковато и нам было. Мы из кондюка в кондюк прыгали, кондюк в машине, кондюк в квартире включали, кондюк во всех магазинах. И считается магазин, чем ниже температуру охлаждает, тем он считается круче и дороже. Так что вот, обращайте внимание, вот новые магазины открывают, там прям заходишь, нам вообще холодно. То есть мы то, что теплые вещи с собой берем, но это очень холодно. Как мы привыкали? Рекомендую всем туристам, если берете квартиру в аренду, студию в аренду, старайтесь, чтобы эти квартиры продувались, чтобы двери можно было открывать, потому что в некоторых старых кондо разрешают открывать двери, и получается даже без вентилятора может прохладно вентилироваться, продуваться квартира. Вот это во-первых, получается и полезнее для организма. Кондюк все-таки это замкнутое пространство, и не всегда аллергия часто бывает от этого. В домах, конечно, сложнее. Это дома, они, как правило, на земле стоят. Там уже таких комфортных условиях нет, там приходится кондюком пользоваться. Ну, обычно делают как? Вечером закрывают все окна, двери, включает на какую-то определенную температуру. Мы ставим 27 градусов для нас, это комфортная температура. И потом на ночь выключаете, и вы спокойно спите. И наше наблюдение, кто пользуется кондиционером, как правило, на улице они все мокрые, независимо от того, национальности, тайцы это или европейцы. Мы комфортно по городу идем, даже в жару, под солнцем, нам комфортно. И это большой плюс
Таиланд. Здесь можно в такой температуре жить. Это где-то в Эмиратах 55 летом бывает, под 60 градусов. Там уже действительно от кондюков никуда. Здесь комфортная температура и легко в этом климате адаптироваться. Я советую вам попробовать. Теперь неприятная тема немножко. Это насекомые в Таиланде. Всякие скорпиончики, змеи, гады всякие разные. Комарики, жучки, паучки. Здесь температура каждый год комфортная, и они поэтому живут и плодятся, размножаются. У нас зимой эта жизнь в России останавливается, у них где-то они замерзают, где-то в спячку в зимнюю уходят. Здесь они постоянно цветут и размножаются. По поводу мелких жучков, паучков, комариков, как правило, во всех квартирах ставят москитные сетки. Мы живем на 18 этаже, у нас сетки стоят, казалось, высота большая, тем не менее они на 30-й, на 40-й этаж залетают. Это зависит от сезона. И поэтому рекомендуют все ставить москитные сетки. Если вы тем более хотите, чтобы у вас квартира продувалась, вентилировалась, это обязательное условие. Мы жили в частном секторе за городом. Там в отношении насекомых было немножко посложнее. Иногда на дорогах видели задавленные змеи, скорпиончики бегали по огороду, меленькие, скалопендру даже встречали. То есть это для нас это, конечно, в начале шок был, потом к этому как-то привыкаешь, в принципе. Дома, как правило, строят, они выше поднимают, чтобы как раз чтобы всякая гадость к вам не залезала. Хотя бы на 3-4 ступеньки выше, чем уровень земли. Вот такие тонкости, ну, надо к этому относиться нормально. На этом наш блог, посвященный советам бывалых, мы заканчиваем. Пишите отзывы, не забывайте ставить нам лайк. Мы ждем ваших сообщений, ваши пожелания. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.